большой привет! Я очень рада видеть вас снова на своем канале. Я продолжаю рассказывать о переделке старой дачи. И если вы еще не видели прошлую часть, то я оставлю ссылку внизу в описании или наверху. А сегодня речь пойдет о ремонте кухни. После того, как мы освободили комнату от всех старых вещей, посуды и мебели, я начала убирать пластиковые панели и гипсокартон. Под этими слоями оказались медовые деревянные стены, которые смотрятся очень уютно. Но я решила оставить часть гипсокартона в зоне возле окна и полоской по длинной стене, чтобы была возможность играть с фактурами и сделать комнату более интересной. Гипсокартон я заштукатурила гипсовой шпатлевкой и покрасила в белый цвет. В это время Кирилл делал небольшую столешницу. Я брошировала ее металлической щеткой, чтобы немного состарить древесину и сделать ее более фактурной. Затем покрыла морилкой в оттенке дуб и защитной пропиткой с воском. Мы прикрепили ее слева от окна, и таким образом кухня стала угловой. Следующим большим этапом работы была печка. Она была неровной и штукатурка с нее осыпалась, поэтому мы сняли старый слой, выровняли ее и отштукатурили специальным клеем для печей и каминов. Изначально я хотела полностью обложить печь плиткой, напоминающей изразцы, но в итоге мы решили добавить ее лишь в качестве украшения полосками, поскольку все стороны и углы у печки разные. А еще через пару недель после того, как мы все закончили, она начала садиться, покрываться трещинками, поэтому это казалось очень правильным решением. Сама плитка мне просто безумно нравится. Она действительно очень похожа на старые печные изразцы, и ее хочется постоянно разглядывать, ведь узор на каждой плитке разный. Клеили мы ее также на термостойкий плиточный клей. От старой люстры из спальни я взяла пластиковую панель и приложила ее к свежей штукатурке. Получился вот такой узор, который очень перекликается с плиткой и еще делает печь более декоративной. Все то время, что мы занимались печкой, я искала плитку для кухонного фартука. Мне хотелось чего-то светлого в деревенском стиле, с цветочными мотивами. Найти что-то такое было очень сложно, к тому же стороны прямоугольника, в который вписан наш фартук, опять же были разными, поэтому нам подходил только мелкий формат или мозаика. И тут меня просто осенило, ведь можно сделать мозаику самой из битой посуды, к тому же здесь на даче ее было очень много.
Мне очень хотелось как-то задействовать ее в декоре, но на фартук ее не хватало, поэтому я докупила несколько советских тарелок в антикварном магазине. Всего мне потребовалось около 15 тарелок и пары чашек. Видео, где я делаю этот фартук, набрало миллионы просмотров в ТикТоке, Инстаграме, и я получила просто огромную волну хейта. Но вместе с тем было не меньше восторженных отзывов, и я знаю, что многие вдохновились этой идеей и делают сейчас похожий фартук у себя дома. Честно говоря, я была очень удивлена таким негативным комментарием, ведь почти все тарелки уже были со сколами, а те, что были целыми, я купила на свои деньги и, по идее, могу делать с ними все, что захочу, хоть даже разбить просто для успокоения нервов. А здесь они обрели новую жизнь, стали украшением дома и центром кухни. Мне кажется, что это очень достойная судьба для тарелок, тем более битых. Что же касается ухода, то большой проблемы здесь я тоже не вижу. Чаще мы готовим на улице, на гриле, и плитой я пользуюсь не так часто, но мыть фартук можно с помощью щетки для посуды и не пенящегося средства. Осколки я рассортировала по цветам и узорам, а на стену нанесла клей для плитки и разровняла его зубчатым шпателем, чтобы слой получился равномерным. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days, but we'll hold the line. I won't let go, 'cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, 'cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when I'm in a room with you, that missing piece is found. You know when you're by my side, darling, nothing can bring us down. I remember happy wasted days, summer's golden haze in our eyes, lifting you above the breaking waves, memories floating back to my mind. You said, hold the line, I won't let go. Hearts want to know, meet you where the spirit meets the bones, in a faith forgotten land. In from the snow, a touch brought forth an incandescent glow, tarnished but so grand. And the old widow goes to the stone every day, but I don't, I just sit here and wait, grieving for the light. В день, когда я закончила фартук, я так вдохновилась, что сразу же начала расставлять детали, но к ним давайте вернемся немножко попозже. А сейчас перейдем к следующему крупному этапу работы, а именно к реставрации буфета. В моем городе довольно сложно найти хорошую старинную мебель, поэтому пришлось идти на компромисс. Этот буфет очень понравился мне по форме, и он нам подходил по размеру, но его состояние было просто ужасным. Несколько лет он стоял на улице, и внутри него было несколько осиных гнезд, ножки сгнили и краска облупилась. Но последняя, кстати, меня очень подкупила. Я думала, что снять ее будет очень легко, но на деле же это оказалось совсем не так. У нас не было строительного фена, поэтому убирать краску пришлось механически.
Шлифовальная машинка ее не брала, поэтому краску я снимала дрелью и металлической щеткой для брошировки. Это было очень долго и непросто, но зато буфет приобрел потрясающую фактуру и стал выглядеть намного старше и массивнее. Его я также покрыла морилкой в оттенке дуб и восковой защитной пропиткой. Дальше нам нужно было сделать кухонную раковину. На Авито я нашла тумбу, которая подходила по высоте, глубине и латунный таз. Столешницу тумбы мне еще предстоит декорировать, у меня есть пара идей, но пока мы просто сняли верхний слой и вырезали отверстие под раковину. Также и в самом тазу просверлили отверстие для слива. Обычный оцинкованный умывальник я покрасила зеленой эмалью, заменила ручку и кран на латунную. Получилась такая атмосферная дачная раковина. Еще мы сделали уличную раковину, купили точно такой же таз и старую тумбу на Авито за 500 рублей. Мне очень понравились живописные сколы и краски на ней, поэтому я просто отмыла ее и добавила зеленых акцентов. Но, к сожалению, от дождя у столешницы уже сильно сошла старая краска, поэтому мы ее будем менять. На кухне мы поменяли стекла, поскольку они были все склеены скотчем из кусочков, повесили полочку, которая уже здесь была, а также сделали еще одну над окном. Еще мы заменили и перенесли в прихожую счетчик, поменяли всю проводку, розетки и включатели, поставили новый холодильник, небольшую духовку и плиту. Oh, my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow, but I'm here to hold. And oh, my love,
trees haven't started to shed. Just feel the summer sun. Дальше мне нужно было сшить шторки для столешницы и тумбы. Я взяла старый советский мешок с очень красивым принтом, распорола его и перешила. Также я отпорола кружево от занавески с Алиэкспресс, подшила его и повесила над окном. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now always in your hands. When I was young, I thought control would lead me to an ending road, and heavy metal seemed to be. А перед тем, как я покажу вам все детали обновленной кухни, давайте вспомним, как она выглядела до ремонта. And you ever wonder if days like these last?
Большое вам спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. И мы снова прощаемся с вами совсем ненадолго, ведь скоро выйдет следующая часть о ремонте спальни и веранды. Так что до встречи. Пока-пока.